Мы проделали большую работу, научились подготавливать к практике свое физическое тело, свое энергетическое, свой ум, научились набирать энергию, преобразовывать ее. Теперь остался один важный момент – запускать эту преобразованную энергию в свою энергетическую систему. Пока, если помните, эта энергия, которую мы набрали, хранится в нашем шаре, и мы ее уже преобразовали и повысили ее качество. Теперь нужно отправить в нашу систему. Цигун рассматривает следующее устройство энергетической системы человека. Миллион различных каналов, 8 очень важных сосудов энергетических и 12 больших важных каналов, больших каналов. Чем сосуды от каналов отличаются? Такое же отличие, как между водоемами, озерами и реками. В водоемах вода хранится, прибывает, убывает, наполняет реки, снова набирает воду. А по рекам вода течет из одного пункта в другой пункт. То же самое и здесь. Наши сосуды – это резервуары, в которых хранится энергия. А каналы – это те структуры, которые доводят эту энергию от резервуара к потребителю, к физическому телу. Сосуды могут быть вытянутые, длинные и очень похожи на каналы, поэтому многие люди путают каналы и сосуды. Но принципиальное отличие то, что там хранится энергия. Она пополняется, она расходуется, но в сосуде энергия хранится. Мы рассмотрим сейчас два самых важных сосуда – Женьмай, Думай. Это сосуды, которые вытянуты. Один из них вытянут вдоль позвоночника от точки Хуэинь, которая находится у нас в самом низу, между гениталиями и анусом. Эта точка, очень важная точка. Хуэинь переводится с китайского как встреча с иньской энергией. Встреча с инь. Этот сосуд тянется от этой точки вдоль позвоночника до точки Байхуэй. Здесь важная точка, там, где у детей новорожденных родничок, и до нашего рта. Это один сосуд, а второй сосуд от нашего рта вниз, спереди и до точки Хуэинь. В области рта и в точке Хуэинь эти сосуды объединяются, соединяются. Но это два независимых сосуда. И в них энергия хранится. Откуда берется эта энергия? В первую очередь, это та энергия, которую мы получаем при рождении. Помните, мы в одном из первых видео с вами говорили о перинатальной энергии, которая приходит к человеку в момент его зачатия. Эта энергия хранится не в этом сосуде, а в энергетическом аспекте почек человека. Поэтому почки на Востоке считаются очень важными элементами. И они вбрасывают на рассвете и на закате, примерно на рассвете и на закате, в нашу систему эту энергию. И эти сосуды пополняются, расход компенсируется. Помимо энергии из почек, то, что мы с вами кушаем, постнатальную энергию, которую мы получаем, мы тоже вбрасываем в эту систему. И теперь у нас с вами появился еще дополнительный запас энергии, который находится в шаре. И теперь нужно из этого шара вбрасывать энергию в нашу систему. Тем более, что мы эту энергию в шаре очень сильно повысили, качество. И когда это качество достигнет более высокого уровня, чем у нас в обычной нашей системе, это в результате будет длительной практики в дальнейшем, то когда мы вбрасываем, мы повышаем тем самым не просто объем увеличиваем энергии в системе, а еще ее качество. Вся энергия становится того же качества, той же частоты вибраций,
что и в нашем шаре. Поэтому имеет смысл поднимать качество энергии в шаре до максимальных уровней. Тем самым у нас все начинает расти, подниматься. В этом принцип цигун. Хорошо. Для того, чтобы вбросить в эту систему наш шар, существует практика, которая называется, впрямую переводится как малый небесный круг. Естественным образом по этой структуре из двух сосудов проходит приливная волна раз в сутки. Это связано с влиянием Луны на вообще всю планету Земля и в том числе на энергетику человека. И эта приливная волна определяет суточный режим наших органов. Как-нибудь сделаем отдельное видео по суточному режиму жизнедеятельности человека, связанное вот именно с этим. Так вот, мы будем брать и помещать наш шар в эту структуру, погружать в сосуды, и по ходу этой волны будем перемещать наш шар. Эта практика требует правильной позы. Это прямая спина, шея продолжение спины тоже прямая, смотрит вверх. Подбородок будто бы кто-то вам слегка надавил сюда пальцем, и он чуть-чуть поджат. Точка Байхуэй смотрит вверх, стопы стоят плотно на поверхности, руки свободным образом, как угодно. Визуализируем наши сосуды. Можно их представить в виде таких прозрачных трубок, которые идут вот вдоль позвоночника и спускаются здесь. Не обязательно, чтобы они полностью повторяли контуры вашего тела. Ну, надо понимать, вот как они идут. Смотрим точку Хуэинь, чувствуем и видим, как они там объединены, эти сосуды. И важный момент: в области рта эти сосуды, чтобы объединились, нужно сделать на физическом плане так называемый мост. Язык поместить к верхнему небу за верхними зубами. Сразу же за зубами кончик языка прикасается к небу. Это естественная поза для языка, поэтому ничего сложного в этом не будет. И тогда у вас образуется мост, и сосуды замкнутся между собой. Визуализировали, увидели сосуды, активизируем свой шар, помещаем его вперед в этот сосуд и опускаем вниз в точку Хуэинь. И потом с помощью своего ума начинаем перемещать этот шар вдоль позвоночника вверх, вверх, точку Байхуэй. И потом скатывается шар вниз и попадает в точку Хуэинь снова. В предыдущем видео мы рассматривали два типа дыхания. И одно из них было даосское дыхание, обратное. И там говорилось, что это дыхание очень нам поможет вот в практике малый небесный круг. Что это за дыхание? Напомню. Когда мы вдыхаем, передняя стенка живота стремится к позвоночнику. И тогда мы говорили о том, что в этот момент возникает ощущение, что будто бы что-то поднимается вдоль позвоночника. Это энергия. И теперь это дыхание будет нам помогать продвигать наш шар вверх. Вниз он скатывается довольно-таки легко, а вот вверх нужно помогать. И это будет сочетание с дыханием и с работой ума. Будем делать вдох и поднимать шар. Когда он поднимется сюда, делаем выдох, и шар скатывается. Снова делаем вдох, выдох. И таким образом будет работа. Давайте попробуем вместе. Сядьте правильно, закройте глаза, визуализируйте оба сосуда. Хорошенечко их увидьте. Увидьте точку Байхуэй, точку Хуэинь внизу, язык к небу. Теперь смотрим на наш Ся Дантянь, где хранится шар. Активизируем шар, пробуждаем его, визуализируем, делаем больше. Размером с теннисный мячик для настольного тенниса примерно. И сосуды такого же диаметра у нас. Можно активизировать шар, сделать его горячее, краснее. Можно сделать больше, меньше, больше, меньше. Хорошо. И теперь выводим его вперед. Прямо на уровне Ся Дантяня.
в этом месте есть точка Цихай. И там как раз шар погружается в наш сосуд. И опускаем его вниз, в точку Хуэинь. Хорошо. Теперь можно наложить руки на живот, чтобы помогать дыханию. Можно просто оставить руки свободно. И на вдохе втягиваем живот. И шар умом ведем вверх. Делаем вдох. Шар идет, 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 идет. Чувствуете? Дошел до верха. Скатывается вниз. Рот, язык. И пошел вниз. Выдох. В точку Хуэинь пришел. Снова делаем вдох. И когда он поднимается в самую верхнюю точку, точку Байхуэй, отсюда делаем выдох. И шар вниз пошел. Снова вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Заканчивать практику нужно, поместив шар, прокрутив его по всей орбите малого небесного круга и привести к точке Цихай напротив Сядантяня, потом убрать Сядантянь, снова сделать его маленьким, плотным и на этом закончить. Сосуды оставить так, активные. Эту практику нужно по времени делать столько же, сколько вы потратили на практику янци, допустим, или на набор энергии в потоке. Если на физическом плане в позвоночнике есть какие-то проблемы, то движение шара вдоль позвоночника вы будете терять шар, или будет он не проходить, или будет рассеиваться, или просто там, не знаю, будет трудно вам. Это говорит о том, что в позвоночнике проблема. И там образовываются заставы. Есть ряд точек, о которых мы будем говорить на следующем уровне. Они тоже создают заставы. Там интересно то, что это так устроено, что эти точки, если они открыты, то они помогают набирать энергию, вообще энергетическую структуру улучшают. А если они закрыты, неактивны, то они наоборот создают заставы. И посмотрите, вот вы тянете шар вверх, а у вас раз и он или упирается, или просто вы теряете контроль над всем. А потом кажется, что раз и там где-то выше этого участка этот шар снова появился, и у вас процесс пошел легче. Что нужно делать? Заставы. Нужно их пробивать. Для этого нужно больше прикладывать внимание, волю, намерение, свой ум и протаскивать прямо шар, как будто продираете сквозь вот эти заставы. И тем самым вы начинаете улучшать, активизировать там энергетические точки, убирать эти заставы, и даже это сильно повлияет на ваш физический позвоночник. Там, где у нас изгибы сколиозные, там вот проблемные места, напряжение возникает, там эти заставы. И там вы в какой-то мере вы будете помогать себе. Еще раз подняли, поднимаете, и начинается проблемно. Делаете активный вдох и активно прикладываете свой ум. И протаскиваете. И вниз. Вдох и вниз. У каждого свой темп. Но как правило, у людей, которые только начинают, шар достаточно быстро движется. А вот уже когда уже приходит с опытом, хорошо все устроено, не торопясь, протаскиваешь, с чувством, с таким, с выражением, у тебя все это проходит и движется вниз, вверх. Вопрос времени, вопрос практики, это все придет. Что происходит в результате этой практики? Во-первых, то, что у нас естественным образом движется раз в сутки, мы в этой практике очень много раз протаскиваем эту приливную волну. Мы создаем своим шаром дополнительно
волну и активизируем, и раздвигаем, увеличиваем напор в каналах. Во-вторых, мы вбрасываем энергию, которую мы накопили в шаре, передаем ее туда, в структуру. И повышаем качество энергии всей структуры. Только для этого нужно практику янцзи сделать так хорошо, чтобы у вас шар горячий был. Все начинает лучше работать, лучше питаться. Это все равно, что вы в свой автомобиль начинаете заливать бензин более высокого качества и начинает активнее ехать. Это второе. Третье, мы пробиваем вот эти точки, вот эти все неправильности, как-то приводим в порядок. Ну и еще и дыхание, которое помогает этому процессу. Мы работаем на физическом плане, легкие начинают работать более активно. И там на физическом плане весь мусор выводится и так далее. То, о чем мы говорили в предыдущем видео про дыхание. Практика называется малый небесный круг. Нужно ее делать постоянно и примерно столько же, сколько вы тратите времени на практику янцзи и на набор в потоке. Конечно, я понимаю, что люди современные не могут себе позволить 10 минут подготовительных, 45 минут в потоке, 45 минут янцзи, 45 минут в малый небесный круг. Но если у вас есть возможность набрать энергию, то ее нужно в течение суток как-то еще и преобразовать, а потом ее нужно еще и в малом небесном круге передать. Многие занимаются только чем-то одним, да? Допустим, набирают энергию и практику янцзи делают. Но это похоже на то, что вы покупаете бензин и там его перегоняете в более высокое качество и храните у себя в багажнике автомобиля. Но в автомобиль вы не заливаете. Поэтому все три упражнения важны, поэтому они называются 3 основных упражнения. Важный момент такой в этой практике малый небесный круг — не оставлять где-то шар. Вот вы занимаетесь и вдруг решили закончить, вам нужно довести шар до конца, убрать его в сядантяне, упаковать и там хранить, потом выйти. Даже если случилось что-то там, не знаю, пожар, то все равно свою волю направьте на то, что хоп, и он пришел шар. Это произойдет быстро. Но ваше подсознание, ваш разум должен эту задачу поставить. И тогда энергетическое тело сработает. Не забывайте. Если вы забудете, то как минимум это развеется энергия из шара. А вот, допустим, если вы забудете где-то здесь, он застрянет у вас в голове, то у вас как минимум начнет болеть голова. Поэтому всегда после всех практик шар на место и упаковываем. А потом возвращаемся. Всего доброго. До следующих встреч.